Привет, друзья! В 90-е годы отечественная промышленность выпускала множество бытовых дозиметрических приборов. В те времена спрос на них был очень велик, во многом из-за последствий Чернобыльской катастрофы. Большинство подобных дозиметров были обычными измерителями мощности дозы и оснащались цифровыми дисплеями, либо стрелочными головками для считывания показаний. Однако существовал и довольно многочисленный класс приборов, называемых индикаторами радиоактивности. Алгоритм их работы был сильно упрощен, но в обязательном порядке они имели функцию звукового сигнала, который, как правило, сопровождался и световыми вспышками при помощи светодиода или небольшой неоновой лампочки. И вот сегодня в моих руках довольно редкий индикатор радиоактивности ERG-02A. Конечно, он не является каким-то выдающимся прибором, хотя кое-что интересное в нем все же присутствует. Но я решил сделать на него обзор, поскольку в интернете практически нет информации об этой модели, за исключением нескольких фотографий. А каждый дозиметрический прибор заслуживает того, чтобы о нем могли узнать и сегодня. Итак, аббревиатура ERG обозначает, что перед нами индикатор мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Корпус прибора пластиковый, его размер составляет 130 на 70 на 20 мм. Масса около 150 грамм. Любопытно, что в реальности он ощущается заметно тяжелее, чем ожидаешь на первый взгляд. И позже мы узнаем причину этого веса. Надо сказать, корпус выполнен очень удачно. Прибор удобно лежит в руке. Углы граней сняты под фаску, а левая боковина, на которую упирается большой палец, имеет плавное округление, благодаря чему держать индикатор действительно комфортно. На лицевой панели мы видим название прибора – индикатор ERG-02A. Правее нанесена табличка с режимами работы, и выбранное положение отмечается стрелкой. Ниже расположено окошко с прорезями для выхода звукового сигнала. В нижней части лицевой панели размещена справочная таблица, с помощью которой можно определять уровень мощности дозы гамма-излучения. На верхней грани располагается светодиод, который вспыхивает при регистрации гамма-квантов, а также поворотное колесико, с помощью которого устанавливаются режимы работы индикатора. Чтобы включить прибор, достаточно повернуть это колесико. На задней стороне сверху расположена клипса, позволяющая закрепить прибор на ремне или кармане. Слева находится крышечка батарейного отсека. И здесь нас ждет неожиданность. Внутри установлена не привычная 9-вольтовая крона, а два элемента 2А по 1,5 вольта. Это очень редкое решение для дозиметров 90-х годов. Самое интересное, на задней стороне эмблема Московского завода измерительной аппаратуры. Когда-то я делал обзор рентгенметра КЛ-2 и уже рассказывал об этом предприятии. Коротко напомню, именно на МЗИА была разработана практически вся дозиметрическая аппаратура Советского Союза. Сотни различных приборов, которые применялись в науке и промышленности. Увы, но в определенный момент столь выдающаяся организация была вынуждена выпускать даже такие примитивные индикаторы. А потом МЗИА и вовсе закрылся. Теперь перейдем к функциональности ERG-02A. К сожалению, руководство к прибору мне не досталось, поэтому разбираться в его работе пришлось опытным путем. Тем не менее, мне кажется, что принцип работы я все же понял верно. Первый режим – поиск. В нем индикатор озвучивает каждый квант, зарегистрированный счетчиком. Чем ближе мы подносим ERG к источнику излучения, тем чаще раздаются сигналы, и вспышки светодиода сопровождают каждый из них. Режим поиск максимально прост. Один квант – один сигнал. С помощью ERG-02A можно не только фиксировать повышенный фон, но и измерять мощность дозы в определенных пределах. Для этого служит режим измерения. Включив его, необходимо подсчитать количество импульсов за 40 секунд, а затем по таблице определить мощность дозы в микрозивертах в час, либо в микрорентгенах в час.
Например, если за 40 секунд мы насчитали около 10 импульсов, то это соответствует мощности дозы 0,9 микрозиверта в час. К сожалению, автоматических циклов отсчета времени нет, поскольку ИРГ всего лишь индикатор. Максимальный предел измерений составляет 5 микрозивертов в час. Что касается интервала в 40 секунд, я могу ошибаться, так как руководства у меня нет, и эту цифру я определил экспериментально. Если у кого-то есть более точная информация, прошу поделиться в комментариях. И, наконец, ИРГ-02А – это не только индикатор радиоактивности, но еще и сигнализатор. Это значит, что прибор способен подавать тревожный сигнал при превышении установленного порога мощности дозы. Существует 3 настройки порога, которые обозначаются соответствующими цифрами. Единица 0,6 микрозиверта в час, двойка 1,2 микрозиверта в час и тройка 2,4 микрозиверта в час. Давайте установим порог срабатывания на уровне 1,2 микрозиверта в час и проверим его с помощью источника. При превышении заданного уровня прибор сразу подает предупреждающий сигнал. Теперь рассмотрим внутреннее устройство индикатора. Для этого нужно открутить 4 винта. Внутри все очень компактно. Одна печатная плата с элементами, довольно много транзисторов, высоковольтный трансформатор, пьезодинамик, под которым расположены 3 микросхемы. Хорошо виден и батарейный блок. Поворотный переключатель при вращении замыкает различные дорожки на плате. Такое решение я уже встречал, хотя оно используется довольно редко. Но самое интересное внутри – это необычайно толстый экран счетчика. Сам счетчик стандартный, SBM20, но он не только обернут свинцовой фольгой для энергокомпенсации, но и помещен в цилиндр. Масса этого бутерброда 35 грамм. Подобную обертку я вижу впервые и, честно говоря, не представляю, зачем здесь столько металла. Вот с таким индикатором мы сегодня познакомились. В принципе, ничего уникального в ИРГ-02А нет. Но прибор довольно приятный и вызывает положительные эмоции от использования. К тому же это продукт московского завода измерительной аппаратуры, что само по себе ценно. Для коллекции ИРГ вполне достойный экземпляр. Спасибо, что досмотрели. Если хотите поддержать канал, напишите, что вы думаете по поводу данного прибора. До новых встреч!